Всем привет! Сегодня 18 декабря. Наши приключения продолжаются. По-другому я просто пока никак это назвать не могу. У меня присутствует даже такой некий легкий мандраж. Я держу в руках коробочку, которая приехала сегодня от все той же Лэйси Эллис из Briar Industries, что означает коробочка от Дэррела Ральфа. Коротко скажу, что Дэррел Ральф получил нож обратно 5 ноября, и может показаться, что прошло не так уж много времени с тех пор, как он получил нож обратно и сделал новый, но на самом деле все было далеко не гладко. Я бы даже назвал это в некотором роде разборками. Были очень жаркие такие переговоры, иногда на повышенных тонах. И вот в итоге через 1,5 месяца коробка у меня в руках. Давайте смотреть, что в ней. Так, интересная бумага, которой не было с предыдущим ножом. Что интересно, это сертификат подлинности, так называемый. Здесь опять же пробита цена, что за нож, личная подпись Дэррела Ральфа. Это радует. Ну и больше ничего, кроме вот этого кошелечка, в коробке нет. Ну, смотрим. Центровка. Ну вот как это называется? Клинок болтается здесь как, ну просто вообще. Роспись в этот раз, правда, сделали гораздо более аккуратно. Ну что ж, по первым впечатлениям этот клинок выглядит немного лучше, чем первый. Ну, центровку вы уже видели. Но, опять же, я не хочу растягивать время и пытаться как-то судорожно перед камерой все осмотреть. Поэтому я сейчас выключаюсь и вернусь в эфир после того, как рассмотрю этот нож очень-очень внимательно. Я внимательно изучил нож, и теперь, думаю, можно закончить эту историю рассказом о том, как происходила замена и изготовление нового ножа, и подведем итог, пройдясь по всем тем моментам, по тем косякам, из-за которых нож и был изначально отправлен назад к производителю. Но начну я, пожалуй, с описания событий, происходивших с момента отправки ножа в Америку и до момента его получения обратно. И лишь потом мы с вами детально рассмотрим сам нож, потому что помимо описания сухих фактов, мне также хочется хоть немного передать и то, как непросто может развиваться, казалось бы, изначально абсолютно понятная ситуация, как работает сервис Дэррела Ральфа и как может чувствовать себя
клиент, заплативший большие деньги и ожидающий сервиса, который ему обещан и полагается. Перед тем, как я начну сам рассказ, хочу напомнить один очень-очень важный момент, который сыграл огромную роль. Когда я отправил список всех проблем первого ножа с подтверждением в виде фотографий обратно к Дареллу Ральфу, то я получил ответ примерно следующего рода, что ты можешь отправить нож обратно на замену, и мы обещаем изготовить тебе новый клинок и дать этому проекту повышенный приоритет. Кроме того, мы обязуемся держать тебя в курсе всего процесса изготовления этого клинка. Будем высылать тебе фотографии на каждом этапе изготовления, чтобы, если тебе что-то не понравится, ты сразу мог об этом сказать. И все это делается ради того, чтобы ты был максимально доволен. Знаете, получив такой ответ, я, можно даже сказать, был в некотором роде спокоен. Я был уверен, что обо мне по-настоящему позаботятся, потому что это серьезные люди, и они мне это пообещали. Поэтому, отправив посылку, я стал отслеживать трекинг. И когда 5 ноября нож был получен в Америке, я был спокоен окончательно. Но в то же время я ожидал какого-то процесса, что сейчас что-то начнет происходить, но не тут-то было. Прошел день, прошел 2, 3, 4, прошла неделя, прошло еще несколько дней, а я не получил абсолютно никакого ответа. То есть, как я это понимаю, держать меня в курсе всех событий, это сообщить мне о том хотя бы, что нож получен, что сейчас с ним происходит. То есть, если этому проекту дан приоритет, клинок не может просто неделю или 10 дней пролежать и ничего не происходить. Это вызвало некоторое недоумение, и через 10 дней я позвонил. Секретарша ответила мне и, как ни в чем не бывало, заявила, что, мол, с моим ножом ничего не происходит из-за того, что это очень редкая сталь S110V. Они вынуждены заказать новый бланк, из которого будут изготавливать новый клинок. И это займет, полное изготовление клинка займет от 4 до 6 недель. Ну, в принципе, с этим все было понятно, но я был очень расстроен тем, что они никак не держат меня в курсе событий. И я спросил ее, почему она не высылает мне никакие сообщения, ничего мне не говорит о том, что происходит. Она мне сказала, так ничего не происходит, мы только заказали сталь и ждем. Ну, на что я просто сказал ей, вы же заказали сталь, вы определились по срокам, вы получили мой нож, вы что-то увидели, все это вы должны были мне сказать. Но разговор с ней это как разговор с каким-то роботом. То есть она просто говорит I'm sorry. И самое удивительное, что она не говорит я исправлюсь в следующий раз, и вот там через 2-3 недели я вышлю тебе статус и сообщу, что происходит. Ничего, просто I'm sorry. Все. Но так как я получил сроки от 4 до 6 недель, в принципе, я понял, что нужно подождать. Прождав 4 недели и еще несколько дней после этого, опять же, не последовало никакого сообщения, никакого имейла, ничего. Я, опять же, стал думать о том, что же происходит с ножом, и начал снова звонить. Так получилось, что несколько дней мне вообще никто не отвечал.
Потом мне ответил какой-то парень, который был абсолютно не в курсе всего происходящего. То есть он просто, мне кажется, проходил мимо телефона и ответил. Он пообещал мне что-то узнать и сообщить, что происходит с моим ножом, но ответа я так и не получил. Единственное, что он сказал мне, это то, что секретарша на несколько дней легла в больницу для какой-то небольшой операции. Знаете, я ничего не имею против того, что людям нужно делать свои дела, операции и так далее. Но перед тем, как уйти на несколько дней, можно же разослать какие-то сообщения клиентам, сообщить, что происходит. Особенно в такой ситуации, как у меня. Я считаю, это огромной проблемой для этой фирмы, что они вообще изначально выпустили тот первый нож. И они должны как-то исправляться, но ничего не происходило. Еще через несколько дней наконец-то она вернулась. Я позвонил, попал на нее. И знаете, это было для меня просто шоком, когда она сразу сказала мне: у нас возьмет еще 4 недели. Клинок сейчас находится на стадии термообработки, и это берет очень много времени. Знаете, я понимаю, что термообработка это непростой процесс, но это не 4 недели. Как бы там ни было, какая бы сталь это ни была, 4 недели это слишком для того, чтобы закалить клинок и довести его до ума. Знаете, и так как мне было обещано от 4 до 6 недель, я понял, что еще 4 недели, они абсолютно не укладываются в сроки. Это говорит о том, что все те обещания, которые они мне дали в имейле, о том, что будет дан приоритет этому ножу, о том, что они будут держать меня в курсе событий, о том, что я буду получать фотографии со всех этапов изготовления клинка, ничего этого не будет. Я почувствовал, что меня просто нагло динамят. И это не отвечает тому, чего я ожидал. Я был очень сильно расстроен в этот момент. И на следующий день я перезвонил ей и сказал, что я хочу отказаться от этого ножа и хочу вернуть ту сумму, которую я заплатил. Я ножом не пользовался, я вернул его практически сразу на следующий день. Я хочу вернуть свои деньги, то, что мне полагается по закону. Она сказала, что она должна кое-что выяснить по этому поводу, убежала куда-то, вернулась и вдруг чудесным образом объявила мне о том, что клинок может быть закончен уже до конца недели. То есть мы с ней разговаривали в понедельник, то есть в пятницу уже клинок будет готов. Но знаете, в тот момент у меня было настолько какое-то морально неприятное состояние, что этот нож уже был вообще неинтересен. И я сказал, что мне это не интересно, мне плевать на то, что когда они могут сделать этот нож, я хочу полностью отказаться от этого проекта, потому что они не выполняют ни одной из своих же условий. Она убежала еще раз и, вернувшись, заявила мне о том, что я не могу вернуть деньги. Я опять же спросил, почему? Она говорит, потому что так сказал мой менеджер. Я сказал, зови менеджера. И вот здесь случилась просто удивительная какая-то беседа с менеджером. И я очень жалею о том, что я был не подготовлен к этому и не записал это на аудио. Но это было нечто. К трубке подскочил какой-то человек. И первое, что он сказал мне, это то, что я не собираюсь тебя слушать. Ты слушай меня внимательно. Ты будешь ждать те сроки, которые мы сказали, получишь свой нож, и у тебя нет никакого права звонить сюда и требовать деньги.
Знаете, я уже в некотором роде привык к сервису, который предлагается в западных странах, общался с теми же американцами, и такой разговор был для меня просто абсолютно неожиданностью, каким-то просто ледяным душем. На что я спросил его, почему он считает, что я должен не предъявлять никаких претензий и так далее. И тогда он мне сказал просто эпичную вещь. Он сказал, потому что наша фирма не может работать и отвечать нереалистичным ожиданиям таких клиентов, как ты, которые абсолютно ничего не понимают в изготовлении ножей и требуют выполнения нереальных сроков. Он это назвал unrealistic expectations, то есть нереалистичные ожидания. Я говорю, а в чем нереалистичность этих ожиданий? Он мне говорит, ну как, о том, что нож будет сделан от 4 до 6 недель. И тут я уже немножко стал это понимать, но потом задним числом после самого разговора я понял это на 100%. Этот менеджер был абсолютно не в курсе всего происходящего. Он не знал о том, что это нож, который мне делается на замену по гарантии. Он не знал обо всех тех обещаниях, которые они мне давали изначально. То есть он вообще непонятно, что он себе думал. Он думал, что просто позвонил какой-то человек и просто треплет нервы. И тут я начал высказывать ему все, что я думаю о них. О том, что такое unrealistic expectations. Что это не мои ожидания, это я хочу лишь то, чтобы они соблюдали то, что они сами мне пообещали. Сообщение, приоритет изготовления этого ножа, фотографии со всех этапов и так далее. И тут он просто замолчал, у него не было слов. Он понял, что он совершенно неправильно начал этот разговор. Он просто молчал, мне пришлось даже его возвращать обратно в разговор. И тогда я ему сказал, вот теперь, когда ты понимаешь, что происходит, я хочу назад мои деньги, потому что мне не нужен менеджер, который будет на меня орать, мне не нужны затянутые сроки и так далее. Тогда он сказал мне следующее, что возврат денег по закону, то есть здесь нужно еще понять тот момент, что с момента оплаты по PayPal уже прошло больше 45 дней, и рассчитывать на возврат, на легкий возврат денег через PayPal не было смысла. То есть я больше апеллировал к какому-то законодательству, которое я знаю, что существует в Америке. И тогда он сказал мне, что возврат денег полагается только в случае возврата ножа, товара в течение 72 часов. Я ему сказал, смотри, дружок, я нахожусь на другом конце планеты. Я отправил тебе нож через день, после того, как он был у меня, не прошло даже 72 часов. Поэтому все это сохраняется. Тогда он мне сказал, а тогда тебе не положен возврат денег, потому что вся сумма это был так называемый невозвратный депозит. Залог невозвратный. Я-то помню, как это было, как мне говорил сам Дэрил Ральф в имейле, что залог это $300, а остальная часть суммы это уже непосредственно оплата ножа. То, что мы внесли всю сумму сразу, это уже другое дело, но залог это $300. Поэтому я ему сказал, смотри, залог это $300, можешь оставить их себе, верни мне $900. Он продолжил что-то мямлить и в итоге сказал мне, денег мы тебе не вернем,
Если ты с этим не согласен, можешь обратиться в суд штата Техас. Напомню, что мастерская Даррелла Ральфа находится в Техасе. Ну, это был просто абсурд. И на это я абсолютно спокойно сказал ему, что, знаешь, я не пойду ни в какой суд, но у меня есть канал на YouTube с больше чем 20 тысячами подписчиков, и я просто расскажу эту историю там. На что он ответил мне следующее: тогда я подам на тебя в суд штата Техас. Я ему сказал: прекрасно, суди меня в суде, заявляй в штате Техас, делай что хочешь, но я об этом расскажу. Тогда он сказал, что он должен все проверить. То есть он понял, что на законных основаниях он не может не вернуть мне деньги. То есть он должен выполнить требования клиента: или предоставить товар в срок, или вернуть деньги. Он сказал, что вернется ко мне в течение 3 часов. Естественно, как вы себе представляете, это уже, наверное, добрая традиция в офисе Даррелла Ральфа не возвращаться в сроки, поэтому в течение 3 часов я не получил никакого ответа. На следующий день я туда позвонил опять. Ответила мне секретарша и сказала, что вот ему менеджеру нужно было уехать домой, но он оставил ей ответ и предложение, которое они готовы мне выставить. И вот здесь вот самое интересное, то, ради чего я был готов лишиться и этого ножа, и заплаченных денег, и всего. Она сказала мне следующее: мы готовы вернуть тебе $900, то есть за вычетом $300 депозита, при условии, внимательно, что ты в письменном виде обязуешься нам никогда и никому не рассказывать о своем опыте общения с нашим сервисом и каким-либо образом унижать нас в том же YouTube или где бы то ни было. А мы, в свою очередь, вот это даже интересно, обязуемся никому из кастомных найфмейкеров не рассказывать, какой ты проблематичный клиент. Я сказал, что я подумаю над этим. Она мне прислала имейл, где все это было написано, и если я на него отвечаю, то я обязуюсь никому никогда не разглашать мой опыт общения с этим сервисом. Вот. Но при этом получив $900 и потеряв 300. Знаете, ну, как я уже сказал, человек, заказавший этот нож, это достаточно принципиальный мужчина, и в принципе, ну, все мои действия сопровождались поддержкой с его стороны, поэтому и все должно было быть сделано по правде, понимаете? Если бы это даже стоило этого ножа и $1200, но чтобы все узнали о том, как работает эта контора, это должно было произойти именно так. Поэтому на следующий день я ответил ей и сказал, что это предложение мне не подходит. И так как они уже сказали мне о том, что они до конца недели могут закончить нож, поэтому я все-таки хочу нож, который они закончат в ближайшие дни, так как они и пообещали. И, ну, в принципе, им деваться здесь было некуда. Они ответили мне, что они согласны. Нужно отдать должное, что до конца недели нож был изготовлен и отправлен ко мне.
У меня записан этот разговор, как она предлагает это мне. Это для меня стало настоящим шоком просто. То есть это попытка скрыть этот какой-то факт, это просто ужас. Ну а теперь давайте посмотрим на нож. Значит, основная проблема, ради которой нож и был изначально отправлен обратно, один такой огромный косяк, это кривизна клинка. Здесь можно видеть, что клинок ровный. Если очень придирчиво всматриваться, очень-очень придирчиво, да, то можно заметить как это показать, очень-очень малое какое-то отклонение, буквально еле заметное. Видите, вот в эту сторону, вот сюда вот. Но опять же, для этого нужно очень-очень внимательно всматриваться. Возможно, это даже не кривизна клинка, а некоторая несимметричность самого гринда. Но в целом клинок ровный. То есть это абсолютная мелочь, которую незаметно невооруженным взглядом, просто если уже придираться. Напоминаю, что, насколько я понял, замена на этом ноже произошла только со стороны клинка, то есть рукоять осталась старая. И этот клинок сделан гораздо более качественно, чем первый. Вот сами спуски, вот этот вот гринд, фальш-лезвие. Все сделано очень ровненько. Режущая кромка одинаковой ширины по всей длине с обоих сторон. Кончик сделан вообще, можно сказать, даже не проточен до конца. Здесь сделан очень тонкий кончик. Это мне нравится. Заточка у этого ножа лучше, чем у первого. Но очень-очень грубая. Можно видеть вот эти вот прям такие ступеньки. Как вот он режет. Очень сильно махрит бумагу. И замерив сведение, я понял почему. Несмотря на то, что все относительно ровненько, сведение на этом ноже по всей длине и здесь вот на танто и на режущей кромке составляет 1,1 мм. И судя по такому относительно неширокому подводу, я предполагаю, что угол заточки здесь очень большой. Около 25 градусов на сторону и выше. Ну и, соответственно, поэтому такой рез. Далее на клинке присутствует люфт. Попытаюсь это сейчас передать. Надеюсь, это будет слышно на камеру. То есть реальный такой люфт со стуком. И опять же центровка клинка в сложенном положении. Вот так вот складывается клинок. То есть абсолютно ничего не делаю. Я просто срываю его и вот давлю. Вот так вот он приходит. В сложенном положении клинок болтается. Опять же, это по той же причине, почему и люфт. Как подтянуть вот этот хитросевой винт, я не знаю.
Но абсолютно понятно, что с такими шайбами, вот с такими очень-очень маленькими какими-то шайбами и таким сумасшедшим клинком, здесь просто невозможно рассчитывать на то, что люфта не будет. Я вообще не понимаю, как это все даже задумывалось. И еще один момент, которого не было на прошлом ноже, это то, что вот линия РК, как бы она сделана аккуратно, но если присмотреться, видно, что она неровная. То есть здесь в этом участке выгрызено больше. То есть присутствует некоторая такая S-образность. Не знаю, как это показать. То есть такой вот просвет на вот этом вот участке, есть такой просвет, и в заточке это будет вызывать некоторые неудобства. Но в целом вот чего-то такого глобального, конечно, нету. То, из-за чего нож еще можно было еще раз вернуть обратно, конечно, я здесь не нахожу. Я вижу, что они старались. Но кроме этого, я вижу, что, конечно, общая задумка этого ножа сходится больше к какой-то имиджевой игрушке. И даже тот факт, что здесь очень хорошая сталь 110V, это абсолютно ни на что не влияет, потому что этот предмет не задумывался изначально вообще для какого-то ни было реза. Потому что сведение в 1.1 мм нейтрализует любую возможность вообще как-то вот качественно что-то резать. Поэтому это, конечно, просто дорогая игрушка. И если я вижу, что даже стараясь, они приходят к такому, то это именно так и должно быть. Очень жаль, что этого нельзя понять по картинкам. То есть на картинке вам может показаться, что очень тоненький подвод и, соответственно, тонкое сведение, но здесь наоборот, здесь очень толстое сведение и большой угол заточки, поэтому и визуально так и получается. Ну, а в общем, по моему опыту, да, окончательного общения, меня очень огорчил тот факт, что, ну, как-то так происходит, что сам Дэрил Ральф общался со мной только в самом начале заказа. Потом у меня не было абсолютно никакой возможности до него достучаться, хотя я приписывал его ко всем своим имейлам. Общался я с этой секретаршей и с менеджером, которые, на мой взгляд, абсолютно некомпетентные в ножевой теме люди. Но самое главное, они, в принципе, и не обязаны быть компетентны в ножевой теме. Они абсолютно не настроены на то, чтобы помочь клиенту и сдержать данные собой же обещания. Вот это вот очень огорчает. Ну и изначально планировалось, что после заказа этого ножа, если он будет хорошим, заказать еще несколько ножей у Дэрила. Ну, к сожалению, я так понимаю, что этого не случится. После такого опыта я все-таки считаю этот опыт неудачным и абсолютно неподходящим такому производителю. Все. Делайте свои выводы.
Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай.